Привет, мои дорогие, и добро пожаловать на мой канал и в мои новые видео, посвященные мотивации на уборку. Меня зовут Ксюша, и сегодня я буду убираться в своем двухэтажном доме. Будет такая хаотичная уборка. У меня двое детей, и двое детей постоянно проводят время дома. Один маленький еще не ходит в детский сад, а другой сейчас на домашнем обучении. Так что у нас всегда дома грязно, всегда бардак, но у меня не хватает времени на все мои хотелки, желания и нормальную уборку, поэтому сегодня будет то там, то тут. Но результат меня порадовал, дома стало чисто, хорошо, свежо и чего я вам желаю. Так что давайте начинать. Сегодня свою уборку я начала с самой грязной комнаты. Эта комната у нас игровая, она отдельная, стоит на первом этаже. Здесь лестница, конечно, не совсем безопасно для детей, но мы научили Даню не ходить по лестнице без нас. Он вроде бы нас слушается, поэтому у нас все хорошо. Еще у нас эта комната служит кладовой. У нас собака, крупной породы собак. Она щенок еще, ее зовут Луна. Если вы смотрели мои другие видео, то вы с ней уже знакомы. И сейчас у нее активно режутся зубки, так что она может многое съесть. И мы иногда просто прячем сюда, так как в этой комнате есть калитка, чтобы она сюда не заходила. Попросила мальчиков доубираться в комнате и позже чуть-чуть запущу робот-пылесос, а пока приступила к тому, чтобы помыть диван, и пока я буду убираться в других местах, диван высохнет до вечера. И поможет мне сегодня в этом мой моющий пылесос от бренда Coding Trip. Мне он понравился тем, что он компактный, там много насадок. В общем, сейчас все подробно вам расскажу и покажу. Итак, у пылесоса есть два резервуара для воды. Это очень удобно. В одно наливается чистая вода и средства, если это нужно, которые, кстати, тоже есть в комплекте. И в другое попадает уже грязная вода, когда пылесос высасывает это из ткани, которую мы моем. Шнур, кстати, очень длинный, по-моему, 5 метров, если не ошибаюсь, с нашей российской зарядкой. И еще там есть такой держатель, если вы не используете большой шнур, чтобы он не болтался, можно его завязать. Так, я по инструкции добавила моющее средство, налила воды и начала мыть. Вот здесь я делаю тестовый, просто стало интересно, насколько он мощный, насколько он действительно всасывает, и мне очень понравилось, практически следов нет. Мытье дивана у меня заняло примерно час, я его несколько раз помыла и вот так высасывала медленно воду, смотрите, прям даже видно, какая черная вода там идет. И благодаря глубокой системе очистки вода вместе со средством проникает в самые труднодоступные места дивана, и все это высасывает, все, что там копилось месяцами, годами, вся пыль, грязь. Я когда закончу уборку, такой небольшой спойлер, вы посмотрите, насколько была черная вода, хотя вроде по дивану ты не скажешь, потому что сейчас у нас диван, ну, не очень грязный, как бывало и хуже. Но у нас семья большая, вон уже мне помощники помогают, не могут без меня и минуты пробыть. Я сейчас говорю про Луну, которая самая грязная, да, кто у нас оставляет следы на диване. Да и вообще вот эта ткань нашего дивана, вроде бы она называется рогожка, она очень сильно загрязняемая. Даже от воды остаются пятна, так что робот-пылесос я вам очень рекомендую. Вот сейчас показываю результат. Диван как новый. И в описании я оставлю ссылку на этот диван. И также у производителя я попросила небольшую скидку на Озон, купон, чтобы приятность и эмоции от покупки были намного больше. Я оставляю сушиться диван и запускаю робот-пылесос в игровой, поскольку у нас есть в этой комнате калитка, как я уже говорила, она стоит на полу, и робот-пылесос сам сюда не сможет проехать, его нужно сюда притащить, искусственно оставить, и он убирается только в этой комнате. Конечно, неудобно, но удобнее, что есть калитка, и Луна не проходит ни на лестницу, потому что ей нельзя сейчас ходить по лестницам, и она просто дает мальчикам спокойно играть и не ест их игрушки. Я тем временем мою окна. В следующий раз, думаю, если позволит погода, будет хорошая погода, помою окна с внешней стороны, но сейчас просто от пыли протираю с внутренней стороны. У меня есть такое средство пенное,
Я первый раз его использовала. Раньше всегда покупала стандартно так воду, такой, знаешь, знаете, такую пшикалку. А сейчас купила с пеной, и мне очень понравилось. Это намного удобнее и быстрее. Здесь я, кстати, разбираю свой второй моющий пылесос. У меня их два. Теперь уже первый, он огромный, он очень большой, и его сложно и содержать, сложно и мыть, и когда вот хочется быстренько что-то убрать и потом сполоснуть, то, конечно же, пылесос, которым я сегодня мыла диван, он намного больше к этому подходит. Только что вам показывала щеточку, в которой добавляется моющее средство. Мы эту щеточку купили на Озон примерно за 100 рублей, она была очень доступная. И только сейчас я ее достала и начала ей убираться, и мне очень понравилось. Прям очень хорошая щеточка, я ее рекомендую, потому что удобно, туда добавляется средство, просто нажимаешь на кнопочку сверху щетки, вот я сейчас нажала, и не нужно брать ни средства, ни доставать, ни отвлекаться на это. Вот помыла коврик, под которым у нас стоит миски для воды, и сейчас вот буду мыть этот робот, не робот-пылесос, а моющий свой пылесос. Мы им сейчас пользуемся достаточно часто, потому что Луна иногда, не иногда, даже несколько раз в день ходит в туалет нам на ковер, а ковры мы убрать не можем, потому что пока у нее не сформируются лапы, а это примерно до года, то ей нужно ходить не по скользким поверхностям. Так что иногда у нас бывают вот такие вот промахи, и мы все это спылесосиваем, боже мой, как же это говорится-то. И вот в этот вот пылесос, вот он, видите, вот такой огромный, это неудобно, вот этот резервуар для воды, он прям находится внутри, и резервуар для чистой воды, он тоже вставляется вот в этот грязный. То есть получается, что когда мне нужно его помыть, мне сначала нужно помыть резервуар для чистой воды и для грязной воды, и вот провода я тоже все мою. В общем, это занимает примерно 10 минут времени каждый день. Это неудобно. Ну и плюс хранение. Сейчас у нас дом большой, 125 квадратных метров. У нас есть здесь место для хранения, но если у вас маленькая квартирка, то, конечно, такой огромный пылесос вам не подойдет. И стоит рассмотреть, например, моющий пылесос от бренда Coding Trick, который я приобрела как второй свой пылесос. Мы постепенно перешли на улицу. Саша решил сегодня покосить траву, потому что мы хотели вечером пожарить шашлыки. Да и то трава начала уже расти, стала высокой, и хочется ее привести уже в порядок. Кстати, мы живем в поселке с беззаборной жизнью. Это не всем привычно, конечно же, да и нам тоже уже мы понимаем, что нам это не нравится. С одной стороны, здорово, что так, смотрите, свободно, нет этих заборов. С другой стороны, конечно, ты знаешь о соседей все, они знают о тебе тоже очень много. Нет какой-то интимности, индивидуальности, да и в целом непонятно, где твой участок, где участок соседа. Но пока вот так вот мы сейчас идем потихонечку к покупке своей недвижимости. Я надеюсь, что в ближайшее время я уже сниму видео и покажу и участок, который мы сейчас хотим приобрести, и дом, который мы будем строить в ближайшее время. Ну а если вы хотите узнавать мои новости из первых уст, прям практически в режиме онлайн, то подписывайтесь на мой телеграм-канал. Home Ксюша, пишите в поиске, или ссылочка тоже есть внизу под видео. Там я бываю каждый день и пишу все, расписываю. И, в общем, сейчас, да, уже думаю, выйдет это видео, я уже начну в Телеграме рассказывать про наш дом, как мы вообще к этому идем, какой он будет и когда же он уже у нас будет построен. А самое главное, из чего. У меня накопилось очень много чистого белья. Сначала это белье было грязное несколько дней, несколько недель, я бы даже сказала, оно копилось в очереди на стирку, потому что у нас в поселке было отключение на 4 дня воды, то есть у нас вообще никакой воды не было.
Я уже на 4-й день думала, все, у меня нет больше сил и нервов. Но как только я пожаловалась у себя в телеграм-канале, что у нас нет воды, я уже устала, просто не могу ходить грязной, без вещей. Я плюс еще только прилетела из Аргентины, мы забрали детей от бабушки, и представляете, сколько грязных вещей было. Еще Даню я отучаю от памперсов. Ну, у него тоже бывают, естественно, промахи, так что стирки у нас всегда очень много, и вот я начала стирать, когда воду нам наконец-то включили, и просто не успевала это все разобрать. И знаете, как вот это вот смешные такие рилсы, которые на самом деле правдивые, когда ты кучу вещей с одного места на другое, и я вот так вот складывала на кровати эти вещи, думаю, так, сегодня разберу обязательно. Потом вечером приходила, открывала шкаф, вот это вот все в шкаф запихивала, и так это копилось несколько дней, и сегодня я наконец-то нашла время, чтобы это все разобрать, в целом разобрать все вещи. У нас их не так много, потому что мы 7 месяцев назад переехали в Россию с несколькими чемоданами, ну и потихонечку сейчас обзаводимся вещами, так что вот видите, у нас практически пустые полки, но из-за того, что у нас 4 человека, вещей все равно кажется, что очень много. Когда мы жили в Аргентине, там не было кислородных отбеливателей. Вообще я теперь не понимаю, как люди живут и не пользуются кислородными отбеливателями. Мне его дала попробовать моя соседка из соседнего дома тут, в России. И тогда я узнала об этом чудо-средстве. У меня есть бутылки для масла, я их достаточно часто показываю. Мне нравится хранить в них масло, соусы. И каждый раз, когда у меня масло заканчивается, я их мою. И вот кислородным отбеливателем вот это вот масло отмывается со всех сторон. Просто шикарно. И я еще помыла подсвечник. Здесь же мама нашла в своих запасах на даче мой старый подсвечник, который мы оставили здесь еще когда 3 года назад жили в России, и он был прям, ну, очень грязный, некрасивый, и благодаря кислородному отбеливателю он стал, ну, прям как новый. Уже хочется купить или даже сварить свечку и ее зажечь в этом красивом подсвечнике. Кстати, я что-то его не показала на видео почему-то чистый, но, видимо, забыла. Капитально последний раз я убиралась на кухне месяц назад. Это было еще до поездки в Аргентину. Потом 2 недели я была в Аргентине. И вот сейчас 2 недели назад я вернулась. И получается, что мытье плиты, раковины, плитки было действительно месяц назад. Я, конечно, сейчас в шоке, когда это говорю. Но что поделать, видимо, поэтому у меня мытье кухни заняло так много. Я здесь убиралась только около 2 часов. Еще решила разобрать вот эту вот чудо-полку. Мне не нравится, как вот устроена вот эта вот система хранения, когда тарелочки внизу, чашечки наверху. Поэтому я в ящике хранила все тарелки, чашки, что тоже мне было неудобно. И я сейчас решила посмотреть, попробовать поменять их местами. Вот эти 2 полочки, чтобы тарелки поставить наверх, потому что, ну, вот у меня не такой большой рост, видите, и мне тяжело лезть, например, за чашкой на верхнюю полку, если она стоит где-то в углу. Поэтому я решила поменять их местами, тарелки поставить наверх. В целом я могу, и Тима тоже дотянется. Ну, Саша-то тем более, а Тане пока еще не надо дотягиваться. И вот вниз я поставила чашки. Практически вся посуда у меня сейчас стиралась в посудомойке, поэтому мне сюда особо нечего было ставить. Как и остальных вещей, у нас вещей в квартире не так много. И вот тарелок у нас только там на наш набор, плюс еще там пару дополнительных тарелок. Так мне намного больше нравится. Сейчас я это все разберу. И тогда крупы и всякие другие штучки я уберу в вот этот ящик, где у нас лежала посуда. Там большой ящик. Я туда все положу и потом еще докуплю дополнительные контейнеры для хранения, потому что не все поместилось. Плюс еще идет вперемешку. У меня там где-то в пакетах лежит чай, который моя мама сушила, Иван-чай. Еще пакет с вкусняшками для собак. В общем, как-то все вперемешку. Хочется разделить запасы
и разделить те продукты, которыми мы пользуемся. Я, кстати, вот, знаете, стала за собой замечать в последнее время, что я люблю делать запасы. Мне вот хорошо, когда у меня много всего лежит. И примерно месяца 3 назад, наверное, мы поехали в метро, и там я увидела от бренда Мистраль большие оптовые пакеты с гречкой и рисом. Ну, там были разные крупы. Гречка, рис я взяла, нут. В общем, я взяла эти 5 килограмм, думала, ну, надеюсь, нам на месяц хватит. В итоге мы до сих пор едим гречку, рис. У нас еще даже, наверное, половина пакета не истрачена. Нут тоже остался половина пакета. В общем, оказывается, что гречку мы едим не так часто, больше такой объем я покупать не буду. Просто, наверное, проще купить 5 разных упаковочек, чтобы они были закрыты. Хоть эти пакеты тоже имеют закрывашку, но это как-то мне не совсем понравилось. Я думала, что мы съедим намного быстрее эту гречку и рис. Вот такие новые тряпочки. Я видела о них очень много рилсов. Какие-то то ли китайские, то ли японские. В общем, я купила 2 тряпочки, очень доступно, по-моему, 200 рублей они стоили. Я оставлю ссылку на них под видео. Но я не могу сказать, что они прям вау эффект. Я в каком-то рекламном рилсе видела, что эти тряпочки отмывают вот такую вот ужаснейшую поверхность, как у меня на кухне. В общем, я терла, и все равно потом остались разводы, я уже их не стала дотирать, потому что уже просто устала убираться. Но сильные разводы, особенно там, где ручки, она не отмыла. По крайней мере, я мыла без средства, как и говорилось в описании и в этом ролике, что эта тряпочка моет все идеально и без средств. Также, кстати, я видела, что она моет окна хорошо и без разводов, но вот окна я не тестировала ей мыть, потому что у меня есть вот это средство для окон. Я, кстати, тоже на него оставлю ссылку под видео, и оно мне очень понравилось. Вот это вот средство, которым я сейчас мою плиту, я купила в масс-маркете сразу, когда мы прилетели из Аргентины в Россию. Как-то так, знаете, по привычке заходишь в супермаркет и такой, ой, мне нужно средство, и покупаешь его. Но потом я поняла, что на маркетплейсах есть очень много альтернатив, которые, во-первых, дешевле, во-вторых, не такие химозные, в целом вкусно пахнут и отмывают даже лучше, чем вот это средство. Поэтому я сейчас им активно пользуюсь, когда убираюсь, чтобы оно поскорее закончилось. Я это, кстати, никогда не делаю. Очень редко я выкидываю что-то, если мне прям это прям, ну совсем, вообще совсем не нравится. Но если мне в целом норм, то я доиспользую это средство и потом там приобрету или буду убираться другим. Мне сейчас вообще нравятся чистящие пасты. Я купила сначала пасту из Вкусвилла для уборки. Мне ее посоветовала тоже соседка, которая, кстати, открыла для меня кислородный отбеливатель. Паста из Вкусвилла мне в целом понравилась. Я мыла ей и раковины, и ванну, и раковину на кухне, и, по-моему, даже плиту пару раз. В общем, в целом можно ей даже холодильник мыть, она такая достаточно универсальная. Но практически сразу, как только я купила пасту во Вкусвилле, мне на обзор прислали другую пасту от бренда Brand Free. И вот она мне понравилась намного больше. Я уже купила себе второй тюбик уже за свои деньги. И ссылку тоже оставила внизу. Она пахнет прям, знаете, какими-то конфетками, карамельками. Не знаю, в общем, уборка с ней становится намного приятнее, чем вот чувствовать вот какой-то химозный запах, хлорку или что-то подобное. Мне это вообще не нравится. Потом надо проветривать помещение. В общем, это не экологично и плохо для здоровья. Вообще идеально, конечно, это вообще убираться без средств, например, с помощью пароочистителя. Он мне очень нравится, у меня от Керхера, но иногда у нас дома бывает настолько грязно, что без него вообще никак, и без средств вместе с ним, ну, просто невозможно что-то отмыть. Вот, например, как сегодня я мыла свою эту газовую плиту. Если честно, я вообще не люблю газовые плиты, и мне очень много времени ушло на ее мытье. Сначала надо помыть саму плиту, потом вот эти вот штучки, которые сверху ставятся, они тоже вечно грязные, в жиру. Вот. Я сначала средством их мыла, потом пароочистителем.
Ну, представляете, конечно, целый месяц я не мыла плиту, и при том, что мы готовим каждый день, и мы готовим не просто там после работы пришли и приготовили ужин, а мы готовим завтрак, обед, ужин, и чаще всего это разные блюда, и каждый день мы готовим. Не очень не люблю есть одну и ту же еду несколько дней, у нас как-то это даже в семье и не принято, поэтому у нас готовка происходит постоянно. Еще на прошлой неделе я купила маленькое ведерко на кухню на Озоне, по-моему, рублей за 400. Такое вот оно ставится на столешницу. Вот как раз я в него, смотрите, поставила пакетик и все вот так вот убрала. В общем, очень симпатично смотрится. Там, по-моему, есть 3 цвета: черный, белый и серый. И он 2-литровый, то есть в целом помещается достаточно много, и вот на день хватает. А мне она нужна для того, чтобы почистить огурец, скинуть туда шкурки, потом, возможно, какой-то, не знаю, мусор, трубочки от сока или скорлупа яичная, все идет туда. Я еще хотела в это видео снять уборку в ванной комнате на первом этаже. Правда, там сейчас тоже складывается какой-то хлам, но у меня уже просто не было сил, я уже так устала делать эту уборку и хотелось уже поскорее ее закончить, так что я заканчиваю на кухне, а ванну уберу уже в другой день. Мы в этой ванне сейчас практически не моемся. Там у нас стиральная машинка вот с этой огромной моей горой грязного белья. Плюс там стоит сейчас контейнер с кормом для Луны, потому что она еще маленькая, мы корм завариваем, и это удобно делать. То есть мы там ей насыпали, заварили корм, и час он стоит и ждет, пока не станет мягкий, и мы можем дать его Луне. Мои бутылочки высохли, я еще достала 3-ю бутылку, в последнее время что-то ее не использовала, не было времени перелить соевый соус. И вот я ее сейчас достала. У меня, кстати, нет воронки, нужно будет заказать. Неудобно наливать, я несколько раз пролила, вот Луне тоже интересно, что я там делаю. Конечно, я отвлекаюсь на это все и немножко вот оливкового масла пролила. Еще сейчас запущу робот-пылесос. Пойдем после того, как я доубирала. Сейчас пойду гулять с Луной. И как раз запущу робот-пылесос, чтобы он убрался в кухне-гостиной и в прихожей, где находится Луна. Чаще всего ночью. Она сейчас спит у нас в вольере. И надо там тоже будет убраться. И завершаю я свое видео и мотивацию на уборку мытьем окна. У нас на кухне-гостиной тоже там вечные носы, Данины пальцы, руки, какие-то раздавленные комары или мухи. В общем, быстренько все вот с помощью этой пенки я убираю. И хочу вас поблагодарить за то, что вы посмотрели мое видео, провели это время со мной. Надеюсь, оно было вам полезно, и вы получили свою порцию мотивации и убирались вместе со мной. Также я буду очень благодарна вам лайку, комментарию, подписке на мой канал и на мои другие социальные сети. Я вообще какой-то монстр контента, и контента делаю много, снимаю каждый день влоги в клипы, веду телеграм-канал, всякие обзорчики на полезности делаю. Так что в целом я думаю, что будет вам это полезно. Ну и я показываю результат свой на кухне. Конечно, все скромненько, еще требует много работы, но об этом мы уже будем снимать следующие видео и увидимся совсем скоро с вами. Пока-пока!